Привет, друзья! Все мы любим фразу «топ за свои деньги», то есть технику со сбалансированными характеристиками. По такому рецепту и создала новый смартфон компания Tecno, модель Spark 9 Pro. Давайте я вам расскажу о всех возможностях новинки. Подписывайтесь на канал. Поехали! Компания Tecno не халтурит, как многие производители. Просто взгляните на комплектацию. Tecno положил не только классический набор из скрепки и Type-C кабеля, но и быструю зарядку на 18 Вт, защитную пленку для экрана и пластиковый чехол для защиты корпуса смартфона. Когда вы решите приобрести этот смартфон, его не придется искать. Можно просто зайти и купить в магазине, а не заказывать где-то и ждать месяцы. Плюс присутствует официальная гарантия. И здорово то, что во время покупки вам не придется дополнительно тратиться на аксессуары. Все, что нужно, уже идет в комплекте. Размеры смартфона вы видите на своем экране. Вес 197 грамм. Экран 6,6 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей, а это 407 ppi. Тут IPS-матрица, а значит нет ни шима, ни ядовитых цветов, которые свойственны AMOLED-матрицам. Здесь стандартные 60 Гц, для своей цены хороший дисплей. Вырез под фронталку оформлен в виде капельки, тут уж на любителя. Главное, нет огромной челки, как в iPhone. Все рамки у экрана небольшие, подбородок стандартно присутствует. Сзади смартфон выглядит еще интереснее. Новинка доступна в 4 расцветках. Темно-синий, как у меня, светло-синий, классический черный и зеленый. Все они из пластика с двумя текстурами. Верхняя часть зеркальная, нижняя шершавая. Дизайн свежий, грани смартфона современный, плоский, выглядит и ощущается в руках здорово. Камеры выполнены в двух круглых выступах в стиле а-ля флагмана от Huawei. В верхнем установлена основная камера на 50 мегапикселей с апертурой f1.6 и двойной вспышкой. В нижнем дополнительные сенсоры на 2 и на 0,3 мегапикселя. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания. Это несомненный плюс, как по мне. Это наиболее удобно. Плюс присутствует разблокировка по лицу. Тут уже что быстрее сработает. Сам смартфон просыпается молниеносно, стоит только поднять его со стола. Клавиши регулировки громкости раздельные, с той же стороны, что и кнопка разблокировки смартфона. Снизу порт Type-C для зарядки и подключения к компьютеру. И барабанная дробь. Аудиовход 3,5 мм. Выражаю благодарность от всех владельцев качественных проводных гарнитур и наушников. И это еще не все плюсы. Тут полноценный слот для 2 нано сим-карт и карточки расширения microSD, чтобы увеличить и так немалый объем памяти в 128 гигабайт. Неплохо. В Tecno Spark 9 Pro установлен 8-ядерный процессор Mediatek Helio G85 с видеоускорителем Mali G52, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Wi-Fi двухдиапазонный с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth версии 5.0, конечно же есть GPS и самое приятное и необходимое это модуль NFC. И он тут не просто так, вы можете воспользоваться им, оплачивать товары в магазине, привязав карту МИР, в отличие от того же iPhone, например. Работает смартфон на актуальном Android 12 с установленной фирменной оболочкой iOS 8.6. Присутствует очень много настроек под себя, при этом работает все стабильно и быстро. Что по игровым тестам? Helio G85 не назвать сверхигровым процессором, все-таки мы с вами рассматриваем сегодня топ за свои деньги, а не флагман за 100 тысяч рублей, но поиграть в современные 3D игры на нем можно, просто придется немного покрутить ползунки настройки игры. Но это если говорить об играх, а для всех остальных задач мощности хватит с головой. Причем сам смартфон при нагрузках не нагревается. Основная камера умеет делать снимки с разрешением 50 мегапикселей в специальном режиме, то есть с активацией всех доступных субпикселей. На основной режим выдает 12 мегапикселей кадры. Причем при хорошем освещении кадры получаются очень приятными на глаз. Цвета, резкость, насыщенность – все хорошо. Вы и сами видите примеры снимков на экране.
Для расширения динамического диапазона обязательно включите HDR. В смартфоне есть ночной режим. Отсутствует широкоугольный или телемодуль, но, на мой взгляд, это не смертельно. По своему опыту скажу, что пользовался подобными модулями на своих смартфонах пару раз в год. Фронтальная камера по той же схеме делает кадры с разрешением 32 мегапикселей или 8 мегапикселей основной режим. Фокус фиксированный, селфи получаются хорошими. Присутствуют различные режимы бьютификации. Например, есть режим красота. Это убирает морщины, делает кожу более ровной, убивает макрорезкость, и портрет, размывает фон, программная имитация боке. Девушки будут довольны. Причем есть еще одна фишка смартфона. Фронтальная камера имеет свою светодиодную вспышку. Видео смартфон записывает неплохо, максимум в 2К, 30 кадров в секунду. Присутствуют всякие надстройки, но стабилизации нет, поэтому при съемке видео двигайтесь соответствующе плавно. Опять все неплохо. Аккумулятор на 5000 мАч и зарядка на 18 Вт. Получаем и относительно быструю зарядку, и заряд аккумулятора не тает на глазах. Рабочий день смартфон продержит без напряга. На мой взгляд, Tecno Spark 9 Pro – это отличное молодежное решение по стилю, дизайну, оболочке, меню для тех, кому интересен просмотр контента на большом экране, общение в социальных сетях и обмен фоточками. Кто хочет получить современный, нескучный аппарат. И давайте не забывать про цену все-таки. В своей нише Tecno Spark 9 Pro определенно найдет своего покупателя. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу среднебюджетных смартфонов. Для кого они больше подходят и какие функции в них должны быть обязательны по соотношению цена-качество, конечно. Пообщаемся в комментариях. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, впереди много интересных обзоров. Пока-пока.